Слушай, вот как вот на твой взгляд, для кого Египет подходит? Ой, на мой взгляд, Египет это рай для женщин. Для женщин, да? Для женщин, да. Причем для женщин, которые, наверное, Устали от жизни? не то что устали от жизни, а которым не хватает ощущений, которые не востребованы в других странах и хотят почувствовать себя именно женщинами. Здесь мужского внимания просто предостаточно. Любая женщина, да в принципе любой человек здесь, куда бы он ни пошел, если особенно это вот торговая улица Шаратон, мне всегда говорят «лаки мэн», «красавчик», там, ну и так далее. Хотя я мужчина, мне говорят комплименты мужчины, но я к этому уже привык. И мне это нравится, мне это поднимает настроение, я улыбаюсь, со всеми здороваюсь. Причем с ними-то как? Они тебя знают, они тебя каждый день видят, но они тебе 500 раз предложат всю эту туалетную воду, специи, ну и другие вещества. Ты понимаешь, о чем я, да? Да, да, на комплименты они, да, они щедры очень. Да, вот, поэтому Египет для женщин – это однозначно. Конечно, есть и свои моменты, о которых мы можем и поговорить, но как женщина, я думаю, ты больше о них знаешь и рассказываешь. Но в целом, если, наверное, быть более аккуратными и воспринимать это все как развлечение, а не как подготовка к чему-то серьезному, то Египет может быть идеальным местом для отдыха. Именно вот женщин, которым нужно почувствовать себя женщинами. То есть тут нужно правильно относиться к мужчинам, правильно я понимаю? Да, здесь ложь. Ложь на каждом углу, на каждом шагу. Здесь невозможно, здесь нельзя никому доверять. Если ты видишь человека, и он тебе улыбается и признается в любви, говорит, что ты самый лучший, самый красивый, то это только для того, чтобы ты ему дал деньги или какая-то другая выгода. Все ради выгоды. Все абсолютно. Алексей, как здесь тебе наши женщины? Наши женщины, они здесь делятся, наверное, на два типа, может быть, на три. Есть женщины, которые принимают ухаживание арабских мужчин, в общем-то, за этим мы приехали сюда. А есть женщины, которые отвергают арабских мужчин и хотят просто отдохнуть. Когда женщины здесь живут, конечно, со временем они общаются все равно с арабскими мужчинами, и менталитет у них меняется, потому что их часто обманывают. И раз за разом, конечно, это получаются психологические травмы, потому что ну, египтяне хорошие психологи, и они проникают и делают в итоге больно, потому что они привыкли к краткосрочным отношениям. Ну, в большинстве случаев. Я не говорю, есть замечательные люди, которые живут очень долго и счастливы, я искренне за них рад, но в целом после того, как такие отношения проходят, они откладывают отпечаток на женщин, и после чего женщины через призму своих этих отношений начинают относиться уже и к другим мужчинам, точно так же считают, что все мужчины одинаковые. В общем-то, все женщины считают, что все мужчины одинаковые, но здесь это происходит по-особенному. То есть здесь они перестают верить и относятся больше с потребительской точки зрения. То есть ты это лично ощутил, верно? Да, я это лично ощутил. То есть было знакомство с девушками, которые захотели использовать меня как спонсора для получения краткосрочной выгоды. То есть я не считаю, что это плохо, я считаю, что это нормально, если это воспринимать именно ну, в таком ключе. Не искать каких-то длительных серьезных отношений с людьми, которые не хотят этого в принципе и привыкли к тому, что нужно брать здесь и сейчас. То есть живут одним днем. Прожили, и слава богу. Завтра будет все другое. Да. Но есть женщины, которые привыкли, конечно, к нашему менталитету, к европейскому, и для них больше семейные ценности важны, но они, как правило, исключают общение с арабскими мужчинами. То есть они понимают психологию ту, которая у них, и вот это вот все, вот этот вот весь цирк, небо, звезды и море, которое я тебе дарю, а завтра блокируют и идут с новой женщиной, то им это не надо. Ребеночек. Слышишь? Класс. С ребеночком, Но, представляешь? ну вот пара, кстати, видишь, Но такая. как раз они попали в объектив. Да, вот есть и на самом деле счастливые семейные пары, и, как правило, эти мужчины, они не выглядят как Аполлоны, которые Вот. хотят ну, затмить своей внешностью, своей улыбкой и харизмой. Они берут этим женщины, тают, конечно, не без этого, потому что кто не хочет большого, смуглого, накачанного мужчину? Да все хотят женщин. Все. Этих фантазий, они есть. Хоть я не женщина, но
Слушай, ну ты согласен, что вот обычные семейные мужчины, они очень отличаются от вот этих мачо, вот по Мгм. поведению. Вот согласен? Вот как мужчина, скажи. Конечно, согласен. И Они более простые, где-то вот такие неумелые, но нелепые, может быть, какие-то моменты в начале, да, вот они не Мгм. умеют, ну, то есть они не Казанова. Да, я вижу их. Я вижу их, я общаюсь с несколькими мужчинами, которые здесь занимают, ну, высокие посты, должности, даже не должности, которые занимаются бизнесом, и у них европейские жены, и они живут здесь достаточно долго. И я вижу отношение их к женщинам, и я вижу их отношение к другим женщинам. То есть эти люди, они когда находятся на пляже, они не крутят головой за другими девочками, которые ходят обнаженные. Они ухаживают за своей супругой, все помогают ей, и ни в коем случае не пытаются ее ни оскорбить, ни унизить. Но Супер. и в поведении вот эти вот мужчины, даже когда они находятся без своих женщин, они тоже не ищут других женщин. Они богатые, успешные, они спокойно себе там и занимаются в тренажерном зале, э, избегают каких-то публичных мест, таких вот, как клубы, которые, ну, понятно, да, для чего ходят в клуб. У них другое времяпрепровождение. Даже вот если сюда прийти вечером, то здесь публика как раз-таки такая, которая больше за семейные ценности. Я никогда здесь не видел женщин, которые пытались кого-то сцепить. То есть здесь всегда именно хорошее. Хотя это уже какая-то реклама пошла. Не будем рекламировать. Почему бы нет? Много женщин желают найти хорошего мужчину семейного. И это самое. Да, вот даже вчера, ну, так получилось, что я периодически работаю во время обеда, я сидел с ноутбуком, и подошел один из бизнесменов здесь, который занимается поставкой рыбы в различные рестораны. Молодой парень, там, лет 30. Мы с ним разговорились, его заинтересовал трейдинг, потому что он пытается торговать криптовалютами. И вот мы с ним разговорились, и он говорит, что для меня, ну, во-первых, он сказал, что у него жена арабская, ну, потому что мне интересно было. Я не общаюсь здесь с арабскими мужчинами, которые общаются с туристами. Потому что если человек работает в туристической сфере, то это однозначно будет, ну, у него менталитет такой. Туристы постоянно приезжают, уезжают, и им надо вырвать, схватить, то есть точечно, и все. Завтра ты уедешь, и о тебе никто не вспомнит. Поэтому мы с ним разговорились, и он приходит сюда тоже со своей супругой, отдыхают, и они не тусуются по заведениям, где вот эта грязь, разврат и краткосрочные отношения. Мгм. А вот такой вопрос. Это больше создают приезжие женщины, то есть, может быть, они искорежили менталитет, или же это как каждый находит то, что, ну, как бы, что ему надо. На самом деле каждый находит то, что ему надо. Но и женщины это тоже на это повлияли. Потому что как? Женщина, когда не получает внимания мужчины в своем городе, в своей стране, ну, обычная среднестатистическая женщина, которую ну, она и красивая, но она простая, она не ходит дома нигде, а у нее работа, дом. И она ничего не видит. Она приезжает здесь, и для других жителей, для египтян, которые работают в отелях, она становится супер привлекательной. Она получает комплименты, конечно, она расцветает, и ее затмевает это, и она готова на многое, к сожалению, а может и к счастью. Они получают удовольствие, и это же понимает и обслуживающий персонал, и анимация, и все, кто работает в туристическом бизнесе, что вот эти вот все моменты... Хорошо, хорошо. Можешь говорить, да, Good. да. Вот, все, кто работает в туристическом бизнесе, они рассматривают женщин как инструмент для получения краткосрочной выгоды. Эта выгода может быть как в сексе, так и в материальных каких-то благах. Конечно, они будут максимально давить на то, что она у них такая единственная и одна, и будут использовать это, пока это возможно использовать. Ну, тут также очень много прилетают женщин в возрасте, там, 60-70 лет, и знакомятся с молодыми ребятами, тоже заводят отношения. То есть тут много всего. Так понимаешь, это же и есть то, о чем я говорил. Это, по сути, Египет – это Таиланд для женщин. То есть это секс-туризм.
Люди сюда приезжают именно с одной целью, для того, чтобы почувствовать себя молодыми снова. В этом нет ничего плохого. У них, Правда? они в разводе, допустим, эти женщины, они понимают, для чего они едут. И они знают, что им будет больно. Они морально готовы к этому, но они все равно верят, что он не такой, что он сделает их счастливыми. Но арабская сказка, арабская ночь, она заканчивается с рассветом. Кстати, очень красиво сказал. Да, Арабская сказка заканчивается с рассветом. с рассветом. Можем так и видео назвать. Можно. Потому что вот эта вся красота, особенно вот как сейчас, этот закат, а когда ты в отеле еще находишься под легким алкогольным опьянением, а вокруг люди, которые тебя любят, и ты получаешь то, что не получаешь нигде, ты расслабляешься, естественно. Это естественно. И это как наркотик. Если ты это один раз попробовал, ты будешь это делать постоянно. Тебе будет больно, тебе будет хорошо, больно, хорошо. Вот эти качели, от них отказаться практически невозможно. Это зависимость. Зависимость, да? Да. Мгм. То есть получается, вот как ты думаешь, некоторые люди, они выходят из этой зависимости, а другие как бы на годы застревают, верно? Люди выходят из этой зависимости только в том случае, если у них была очень сильная привязанность. То есть, как правило, это молодые девочки, которые влюбляются. Вот именно здесь надо ходить. Ну да. Как правило, это молодые девочки, которые влюбляются в арабских принцев. Они им разбивают сердца. Как мы понимаем, в молодом возрасте эмоции, они очень сильные, гормоны играют. И пережить это очень тяжело. И после того, как работа с психологом проводится, это, как правило, очень долгий восстановительный период, то они, конечно, боятся уже сюда ехать и в большинстве случаев не возвращаются, и для них встреча с каким-то темнокожим мужчиной триггерит очень сильно до панических атак. А люди, которые хотят этого, которые именно ради этого сюда едут, за теми же краткосрочными отношениями с молодыми мужчинами, ну, как правило, это вот женщины 60 и дальше, их очень много, и я видел. Вот, кстати, очень забавная история была. Квартира с мухами, где я жил. Я периодически сидел на балконе, потому что я его обрызгивал всего, и там хотя бы что-то дуло, и мухи не так сильно летали. И напротив сидел мужчина арабский. Я сразу думал, что он живет тут и просто любуется видами, там, ну, там виды так себе, то есть, ну, на соседний дом просто были, и свалка где-то там внизу. Но потом, когда из балконной двери выходит большая женщина, ну, славянской внешности, такая с яркой прической очень фиолетовой, это я запомнил. Она кладет руку ему на плечо и заводит его. Я сначала так улыбнулся, думаю, ну, мало ли, может быть, они друзья. Но потом он вышел, спустя какое-то время, с бутылкой виски, налил себе. Он был очень грустный, это было видно по нему. Почему? Я не знаю, наверное, это было не совсем по обоюдному желанию. А, Возможно, деньги для него решают. Это гораздо больше, чем чувства. То есть вот это как раз тот случай, когда женщины здесь используют мужчин, а не мужчины женщин. Да? мгм. И потом, спустя там, наверное, полчаса, это повторяется. То есть она выходит, руку на плечо, он голову опускает Да! и идет за ней, вот как барашек такой. Снова еще Да, один, да? да. И я его на следующий день тоже так же видел. И я такой думаю, а через сколько сейчас она придет, понимаешь? То есть, ну, это вот тогда это было, когда я первый раз приехал, и для меня я сразу не совсем это понял. Ну, что вообще происходит. Потом, конечно, мне рассказали, что люди сюда приезжают, они специально снимают квартиру, там платят мужчине, чтобы он с ними проживал и выполнял, так сказать, мужские функции. То есть, получается, между заходами полчаса отдыха, да? Ему повезло, наверное, да, еще полчаса, хотя бы полчаса ему выделили. А если бы не выпустили подышать воздухом и выпить виски? Да-да-да, Ну, точно, точно. так что вот так, Виктория. Не у всех здесь арабская сказка. Для кого Да, это арабский ужас. точно, точно. Это точно. Алексей, на твой взгляд, чем тут можно заниматься мужчинам? Мужчинам, ты знаешь, тут такой сложный момент. Вот есть
такие мероприятия, которые проводятся, забыл, как это слово называется, когда ты уезжаешь куда-то в уединенное место, где тебя никто не трогает. Вот мужчины европейские, они здесь как призраки. Они здесь никому не интересны. То есть ты приезжаешь сюда просто реально отдохнуть. И все. Ты сидишь в кафе, там, даже не важно, сколько у тебя денег абсолютно. На тебя никто не обратит внимания. То есть мужчина здесь призрак, тень и ну, такой детокс от окружения. Да, то есть если хочется тебе побыть одному куда-то, не обязательно брать ящик водки и ехать в лес там, к медведям, можно поехать сюда. Ходи, люди вокруг, на тебя никто не видит, никто не обращает внимания, особенно женщины. Только продавцы обращают внимание. Все. Продавцы, да? Поэтому мужчинам здесь можно только отдыхать, наслаждаться жизнью. Ну, Мгм. в таком понимании, вот именно в релаксе. Мгм. То есть вот когда хочется отдохнуть от всего, это здесь. Работа здесь для мужчин, но как таковой ее нету. То есть если была бы, у кого есть онлайн работа, то это, конечно, выход из ситуации. Но если работа не онлайн, то Египет не подойдет абсолютно. Женщины здесь выживут в любом случае, а мужчинам придется что-то делать. Что делать, да? Да. Ну да, тут только так, ремонт, муж на час. Но может на час не в том понимании. Хотя нет, в том, да, как раз таки в том самом понимании. Но для этого надо ходить в тренажерку. Так, я сейчас... Нет, у меня есть работа, работа онлайн. Но если вдруг так случится, то я все равно не стану мужем на час. Потому что я здесь невидимый. Здесь видимы другие мужчины, которые выглядят классно. И, в общем-то, женщины сюда за этим и едут. Поэтому я тень, и меня это устраивает абсолютно. Я прихожу на пляж, меня никто не видит. Потому что я когда прихожу в Беларуси там в какой-то клуб или в какое-то заведение, то, конечно, девушки все обращают внимание, подходят, и не можешь ты побыть один, где-то послушать музыку, посидеть, отдохнуть. Такого там нету. А здесь есть. Вот здесь я отдыхаю. Так что вот так. Ну классно. А хорошо, а вот чем тут вообще занимаются мужчины, которые живут? Ну много же? Мужчины, которые здесь живут, я знаю нескольких мужчин, которые занимаются, они фитнес-инструктора. То есть в том же в Голдисе, в Динамике, сейчас я видел славян, ну, хорошей внешности, которые незаметны, да, но в зале они готовят как раз-таки тех мужчин, которые необходимы другим женщинам. А, да. Да, то есть здесь фитнес-инструктора, они достаточно востребованы, потому что ну, все хотят красивое тело, и даже женщины, которые сюда приезжают, они хотят немножко подтянуться, чтобы соответствовать. Конечно, они потом расслабляются и понимают, что это им не нужно абсолютно. Но славянским мужчинам здесь, кроме онлайн-работы, работы руками как мастера, да даже и, наверное, как мастера, только если это какие-то тонкие работы отделочные, да и все. Потому что разнорабочих здесь и местных хватает, которые сделают за копейки ну, все, что необходимо. А так это, конечно, онлайн, это обмен валют здесь. В анимацию мужчин в основном не берут, только если это молодые какие-то ребята. В анимацию в основном девочки идут. И, кстати, да, европейцам здесь платят, ну, европейской внешности платят больше. Ну, насколько я слышал, аниматоры там в районе $500 зарабатывают наши, а их местные в районе $200. То есть даже такое разделение. Но в анимацию здесь в основном берут только девочек. Почему? Потому что мальчики уже есть. Ну да, 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 да. Да. То есть получается, так интересно, получается, все мужчины, которые приезжают сюда, славяне, они по сути не могут познакомиться с нашими женщинами, да? Ну, могут. Они могут, но они могут познакомиться, если они находятся в отеле с такими же туристками, которые еще не привыкли к арабским ухаживаниям, ну, не знакомы с ними, либо уже настолько знакомы, что они их избегают. Мгм. Поэтому да, в отеле на какой-то шумит так. Вот, кстати, самый интересный момент, что здесь очень часто где-то шумят. То есть ты вот заходишь в кафе, и что-то происходит. Что-то начинается вот какой-то жжж. Да,
вот этот вот момент, это потому что они все время хотят быть занятыми какой-то работой. Вот как мы с тобой говорили, они хотят быть заметными. Шуметь. Хоть как-то, да, привлечь внимание, они либо бибикают постоянно, пока со всеми не поздороваются, либо не скажут, что я еду, либо кричат, свистят, визжат, все что угодно делают. Самые шумные непонятные ребята. Но опять-таки, это те, кто хочет привлечь внимание. А те, кто не хочет привлечь внимание, то есть обеспеченные люди, они тихонечко сидят и наслаждаются видами, наслаждаются обществом своих друзей и своих женщин. Про фитнес-инструкторов, про то, Про фитнес-инструктора, ну, обмен валют, понятное дело, здесь тоже можно зарабатывать, то есть, ну, ту же криптовалюту менять, это здесь актуально, потому что вывод и ввод средств, то есть, ну, привести большую сумму денег для покупки квартиры или вывести отсюда после продажи, это проблематично, потому что декларировать хотят не все. К тому же есть люди, которые здесь живут, и у них есть там деньги, которые поступают им из-за границы, им же надо как-то их получать. А карты российские, допустим, здесь не сильно работают. Поэтому обмен валют здесь, да, мужчины могут этим зарабатывать. Да и все. Что тут еще мужчинам делать? Либо заводить женщину, которая их будет обеспечивать. Но вот тогда ты должен быть, я не знаю кем. Потому что, ну и харизма, да, то есть египтяне, они очень классные психологи. Мне кажется, это у них от рождения. Плюс какая-то магия все-таки, это присутствует, мне кажется. Они какие-то заговоры, может быть, умеют делать или еще что-то. Ну, не знаю, на меня ничего не действует. Ну, потому что ты такая, что ты своей харизмой заходишь, и все, никому нет места. Ты посмотри, они все разбегаются, никого рядом. Ой, это ты так мне польстил, да? Нет, я просто эмпат, я чувствую людей. А, да? Да. Я тоже эмпат, как интересно. Значит, я так понимаю, у нас получится много разных видео. Я с удовольствием. Дорогие подписчики, вот теперь у нас появился такой Алексей. Пишите вопросы, задавайте, а он будет отвечать периодически. Да. Как ты попал в Египет и что ты тут делаешь? Попал в Египет я первый раз чуть больше, чем 3 года назад. Мне захотелось просто отдохнуть, потому что я никогда нигде не был. Я постоянно работал и отправлял на отдых в основном только свою семью, когда она у меня была. В общем-то, она у меня и сейчас есть дети, которых я очень сильно люблю. Но жизнь такая штука, что происходит, как происходит. В общем, я решил отдохнуть. И отдохнуть я решил именно в Египте. Потому что я захотел это сделать зимой. А зимой в декабре куда еще полетишь? Таиланд? Я не сильно люблю азиатов. А Египет для меня показался очень такой интересной страной, куда мне захотелось прилететь. Получается, ты сюда приезжаешь на какой-то период, верно, да? Да, я начал приезжать сюда вот после того, как я заселился в отель. Первый раз я заселился в Сигал. Наверное, у многих людей Сигал был одним из первых отелей и создал, в общем-то, приятное впечатление о Египте. И интересный момент такой был. Я не улетел самолетом, который у меня был по путевке. То есть я решил остаться еще на месяц. Вот таким вот образом. И заселился в квартиру. Она была не в самом лучшем районе, хотя ну, тут все очень относительно. Ну, для европейцев это, наверное, было бы достаточно грустная история, где было очень много тараканов и мух, и откуда пришлось экстренно убегать буквально через пару дней, потому что ни дихлофосы, никакие средства защиты не помогали. Ночью, когда по тебе ползают мухи, это отвратительно, конечно. А сейчас я, конечно, уже знаю, куда лететь, и прилетаю, и просто наслаждаюсь этими видами, морем, солнцем, людьми, улыбками, которые просто идешь по городу, видишь, какие счастливые люди. Хочется здесь жить, на самом деле, хочется. А почему здесь счастливые люди, как ты думаешь? Я думаю, потому что в большинстве случаев сюда прилетают на отдых. А отдых, как мы знаем, люди к нему готовятся. А когда люди готовятся, они хотят максимум получить за короткий промежуток времени. И они счастливы всему, что происходит. Они доверяют, идут, смотрят на людей с ожиданием какого-то чуда, счастья. И они это излучают. Я этим питается вся Хургада, весь Египет, наверное. И это транслируется всем людям. И поэтому я тут счастлив. Я когда сюда прилетаю, у меня просто в аэропорту улыбка до ушей, и хочется просто бегать и кричать: «Египет, привет!»
А вот, то есть получается, здесь как бы для тебя много плюсов. А какие минусы? Минусы. На самом деле языковой барьер, который существует из-за того, что у меня не сильно хороший английский язык. Ну, соответственно, арабский никакой, это на уровне спасибо и хорошо. Ну, еще здравствуйте. То минусы, да, минусы это язык, в первую очередь, это через какой-то промежуток времени, это отсутствие хорошего сливочного масла, того же, казалось бы, сосисок вкусных. Мне их здесь часто очень не хватает. Но Здесь опять-таки, вкусное мясо? а? Здесь вкусное мясо у них? Мясо очень вкусное, и рыба очень вкусная. Но когда ты привык кушать какие-то сосиски, вредную вот эту вот еду, жирную, то здесь ее почему-то не хватает.